Очаровательный сувенир к Рождеству, Новому году. В интернете можно найти простые силуэты ангела. Заготовку вырезаем из тонкого гофрокартона. Обклеиваю скотчем с двух сторон, чтобы картон не размок и не деформировался от влаги. Смачиваю водой и наношу не очень толстый слой самозатвердевающей массы для лепки. Картонные заготовки буквально запечатываю в массу. У меня масса для лепки марки Джови, подойдет любая другая самозатвердевающая масса. В следующем видео, часть 2, покажу, как сделать массу для лепки своими руками и как с ней работать. Мокрой кисточкой сглаживаю края. Чтобы сделать мелкие кудряшки, использую сломанный без грифеля карандаш. Делаю штампик из сломанной сережки. Штампик из металлической бусины. Дырочки для подвеса. Когда полностью высохнет, окрашиваю разведенной водой акриловой краской. Сразу убираю краску влажной салфеткой с скользящими движениями. Окрашиваю сливочным цветом методом сухая кисть.
по краю немного металлизированного воска. С помощью тонкой проволоки легко продернуть шнур, сложенный вдвое. Заготовки покрыла лаком для наружных работ. Коробочку для упаковки делаем из тонкого гофрокартона. Прорезаю не до конца. Крышка на полсантиметра больше коробочки. Плотную крафт-бумагу замачиваем в воде минут на 10. Приклеиваем на клей ПВА. Когда высохнет, окрашиваю коричневым кремом для обуви и покрываем акриловым лаком. Керамических ангелов в коробочках я увидела на Pinterest, и мне захотелось сделать их доступными для всех. И потом, по-моему, это очень милый и универсальный подарок. Ангельскую тему продолжу в следующем видео. Покажу, как сделать самодельную массу для лепки и технику работы с ней, различные виды декора. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.